Почему это так сложно включить? Слишком ярко. Я выгляжу так более обыкновенно? Это не слишком ли ярко? Так? Я думаю, это слишком ярко. Подождите. Хорошо, давайте так будем. Так нормально. Привет. Привет. Ой, он все еще слишком яркий. Немного больше. Слишком темно? Еще темно? До сих пор темно? Думаю, ничего страшного. Привет. А это слишком далеко. Чуть ближе. Я не знаю, так нормально? Так хорошо? Слишком ярко. Сделай что-нибудь. Где тут регулировка яркости? Подождите. Позвольте мне уменьшить яркость. Как это? Разве это не интересно? Мне жаль. Извините за это. Хорошо. Привет, ребята. Привет. Рад вас видеть. Мне очень жаль. Я впервые в этой студии и не могу найти хороший ракурс. Привет, ребята. Я сделал новую стрижку. Думаю, это у меня самая короткая стрижка. Это самые короткие волосы, которые у меня когда-либо были. Это круто. Я чувствую себя круто. Я чувствую себя очень круто. На самом деле, я сейчас в процессе работы. Но у меня есть время, так что я включил V-Live. Включил, чтобы увидеть вас. Вот так, с моими волосами и макияжем. Мне не нужно переводить для вас, не так ли? Мне это нравится. Подходит ли мне это? Со мной все еще хорошо? Я все еще хорош? Я сбрил тут примерно до 12 миллиметров в длину. Я оставляю волосы более длинными, но я не мог больше этого терпеть, потому что стало слишком жарко. И я подстригся покороче. Извините за... В любом случае, мне очень жаль. Для тех, кому нравятся мои предыдущие более длинные волосы. Но я сохранял длину больше года, и мне это надоело. И я попрощался с ними. Я включил V-Live, чтобы поздороваться. Я расскажу вам о нескольких песнях, над которыми я также работаю. Я знаю, что большинство из вас посмотрит это позже с субтитрами. И армии за границы. Все равно вам нужен перевод. Итак, я просто собираюсь много говорить с самим собой. А также я собираюсь ответить на несколько вопросов. И поспешите, у нас сейчас мало времени. Мне нужно скоро будет вернуться. Так, хорошо. Краткое описание. Я сейчас не могу вспомнить. Ладно, итак. Так. Многие фанаты и многие армии за границей собираются посмотреть это позже с субтитрами. Я просто поговорю сам. Я представлю и расскажу о песнях, над которыми я работал в последние несколько месяцев. А затем у нас будет несколько вопросов и ответов. И все готово. Я думаю, что у меня есть 30 минут. И потом у меня по расписанию другие дела внизу. Итак, я сделаю это быстро. Хорошо.
Так, 그래서 это было давно, и я чувствую себя странно. Было бы здорово, если бы у нас было время рецензировать этот альбом. Но, как известно, есть только Butter и Permission to Dance, так что мне не о чем говорить. Чтобы поговорить о песнях, над которыми я работал, что было первым? Butter был первым. Я думаю, что это Butter. Или не Butter. Я говорила о Butter в интервью. 그 인터뷰에서 좀 얘기 좀 해서. О, кстати, это моя новая студия. 시리요. Вот так это выглядит. 대충 뭐 이렇게 생겼어요. Немного... Это еще не доделано. Ковра еще нет, так что не все готово. Я не должен был камеру убирать. Мне нужно это снова исправить. Извините, если у вас закружилась голова. 멀미. Так нормально? Хорошо. Итак, она наклонилась. 피울었어. Начнем с Butter. Мы получили Butter и Permission to Dance одновременно. 같이 들었고. Оба нам очень понравились. Butter — летняя песня, под которую мы можем танцевать. Это мощно и здорово. 하기 때문에 버터대로 좋고. Permission to Dance казалась песней, которой можно наслаждаться дольше. 라고 생각이 들어가지고. Permission to Dance также была очень хороша. Это отличный путь вперед. Вот как мы над ними работали. Butter пришла с неоконченной рэп-партией. Мы написали рэп-часть. Как известно, Шуга, Джей-Хоп и я работали над этим. И мне повезло. И мою часть выбрали. Вот так использовался мой рэп. А по поводу Permission to Dance мы разрывались, добавлять в него рэп или нет. Мы были в сомнениях и раздумьях. Но так как она была полной, такая как есть, рэп туда не подошел. Мы также хотели добавить рэп, но это полностью испортило бы ее. Вместо этого мы пели. Это один кайф. Я мог бы спеть и другие партии в оригинальной тональности, но для меня это было слишком высоко. Поэтому мы должны были работать над своей частью. Мы можем быть лучше. Мне нравится моя роль. Это из уважения к Элтону Джону. Здорово. Вы знаете эти две песни. Многие их любят. Я очень счастлив. Я благодарен за номер 1 за 7 недель подряд. Я так польщен. Каждую неделю мы попадаем под номер 1. Люди поздравляют меня, но я не думаю, что заслуживаю похвалы. Я благодарен стольким людям. Я всегда благодарю вас за вашу поддержку. Итак, прежде всего, чтобы поблагодарить вас за 7 недель в Билборд. Это потрясающе. Это все еще... Мы все еще чувствуем, что живем в своих мечтах. Все благодаря вам, ребята. Да, ну вот и все. Верно. Который сейчас час? 7 часов. Некоторые из вас едут домой. Некоторые из вас уже дома. Верно. Сейчас мы в середине работы. В этом здании есть студия, поэтому мы снимаем здесь. Некоторые вещи вам понравятся. К вашему сведению, у этих штанов есть секрет. Я ношу это. Этот секрет? Я думаю, показал вам достаточно. В любом случае, с этими штанами вы можете узнать секрет. Опять не в тему. Верно, верно. О чем еще я хотел поговорить? У меня было много идей. Верно. Самая благодарная вещь — Билборд. Итак, я хотел сказать это первым. И есть еще песня «Don't». Не надо, которую мы сделали. «Don't». Когда это было? Это было... Я думаю, что написал ее где-то в сентябре прошлого года. Я написал этот стих в сентябре прошлого года. Я вижу его раз в квартал или полгода. Думаю, он все сказал в интервью. Мы изначально писали стих. Подождите, есть ли у меня эта версия? Хорошо бы сыграть ее для вас. Думаю, да, но... Возможно, стер ее. Вот.
Но я думаю, что эта версия больше подходит. Это отличная песня, не правда ли? Думаю, без меня лучше звучит. Мы ее тоже закончили уже записывать. Вы это слышите? 저는 У нас было это. Но я думаю, 그러지 마 했던 게 훨씬 Don't 좋았던 것 получилось лучше. 그래서 이제 Мы слушали 9월 ее 달에 вместе 이거 с ним в 형이랑 сентябре 작업실에서 같이 듣고 и решили 진짜 пойти с этой версией. Я предложил, что хочу пойти с этой. 그래서 이거 벌써 Я понял стих. 받자마자 제가 와서 여기에서 Я пришла 여기가 сюда, но не сюда. 그 Я писал тексты в старом здании и закончил записывать. У тебя есть чувство, когда вы впервые пишете песню. У меня есть первое чувство. 호흡이 있는데 첫 날숨이 있는데 И я ему его отправил. 그렇게 해놓고 이제 Я 형한테 знаю, 보내면 что он 형도 перфекционист. 완벽주의자시기 때문에 Итак, я сказал, думаю, сейчас все хорошо. Но я изменю, если что. Если у меня возникнет другая идея. Но я был занят, и он тоже. И это выскользнуло из головы. Мы забыли об этом на время. И в этом марте он позвонил мне. И мы решили закончить то, что сделали в сентябре. Я играл еще раз, но у меня потерялся настрой. Но так как мне понравилось, когда я сделал это, мы решили немного поправить и сделать запись. И это вышло быстро. В текстах есть волны и камешки. Волна была 사실 파도 얘기는 то, о чем я думал давно. На пляже смотришь на море, не задумываясь. Как бы это сказать? Вы можете увидеть, как волны разбиваются о берег. Тогда я становлюсь очень эмоциональным. 쓸데없는 이제 감성에 탁 젖어들면서 Думая о том, будет волна синей или белой. Потому что на берегу волна должна быть белой. SNS는 원래 하얀색인가 뭐 이런 되게 Раньше у меня были такого рода мысли. Раньше я много думал о цвете волн. 그런 생각을 많이 했었어요 옛날에. И я подумал, что было бы весело написать об этом тексты. 되게 사유를 해보면 되게 재밌겠다. 근데 그래서 이렇게 메모장에 Итак, я записал это в свой блокнот. Как я уже говорил раньше в интервью, нужно всегда держать пули на случай чрезвычайной ситуации. Когда я слушал эту песню, Don't, я мог представить себе морской туман. Вы знаете морской туман? Так, когда я представил морской туман, памятка пришла мне в голову, и я решил использовать эту идею для песни, и написал ее за час. Это было весело. И для меня большая честь, что это стало титулом. А и он мой кумир детства. Я так безумно его уважаю. Я его просто люблю. Я всегда благодарен. И что еще? TXT, Love Song. 제로 바이 원. 네. 그 러브송. Это как я попал в эту песню. Я получил сообщение от мистера Банга. Им сложно выпустить песню за 3 недели. Там была задержка на целых 3 недели, поскольку мистер Банг отлично пишет песни. Обычно он не просил бы меня о помощи, но он сказал, что не может начать. На самом деле, тогда я был очень занят. И так как я знал, что он был в отчаянии, иначе бы он меня не попросил, я ничего не сделал для TXT.
И так я подумал, давай-ка я сделаю это. Будет весело. И песня была отличной. Версия руководства. Это был рок-вокал. Как известно, здесь столько слогов. Часть Йенджуна, которая звучит так. Оригинальная версия, сделанная вокалистом. Был действительно такой скалистый голос. Примерно так. Так что я подумал, что мне с этим делать? Можно ли написать текст к этой песне или нет? Это было так сложно. В любом случае, вот и все. И я послушал припев, так как это самая важная часть. И когда я слушал, это было как... Эта часть полна проблем, любовь больна. Сначала это было так. Итак, процесс написания лирики, поскольку могут быть люди, которым это интересно. Часто мы адаптируемся к английским руководствам. И обычно последнее гласное в английском справочнике, верно? В слове «тормозить» корейское произношение «е». Обычно там помещается последнее гласное, чтобы мелодия лучше звучала. Потому что, конечно, бывают случаи, когда это не так. Но это обычно так. Люди, написавшие песни, наверное, тоже написали и мелодию. Так что для них вполне естественно придумать что-то, что звучало бы естественно хорошо. Тексты, которые я написал, были полны проблем, любви больной. Он заканчивается тем же звуком «е». Если бы я не использовал звук «е», а использовал что-то другое, в большинстве случаев это звучит странно. Например, «полный проблем дурак». Звучит, короче, неловко. Это странно звучит. Отнимает всю энергию. Так что веселье в том, что есть гласное, которое лучше всего сочетается с определенной мелодией. Всегда. Это большое задание и веселая часть. Обнаружить это в песне. И обычно, когда есть проводник, обычно вы хотите следовать за последней гласной в справочнике. Поэтому я поэкспериментировал с несколькими разными словами и гласными и обнаружил, что звук «е» был лучшим. Итак, после этого, чтобы написать их тексты, я должен знать их взгляды на вещи. Конечно, я смотрел некоторые их музыкальные клипы и прочее. Я не знаю о них всего. Есть несколько глав, такие как сон, хаос и так далее. Я попросил схему, и это было так сложно. Казалось, что это было тяжело. Как у нас. Нет, даже сложнее. Так что пришлось немного учиться. А потом я сел писать тексты. А крючок — самая сложная часть, верно? Есть так много способов. О да, есть так много способов сломать это. Это было так. Так что я продолжал думать о лучших текстах для этой части. И когда я посмотрел на план, ответов не было. Это было так безнадежно и без будущего. Впереди нас не было ответа. Так что я все думал, что с этим делать. А потом я подумал о полном проблемах. И это могло быть своего рода романтической фразой. Вроде романтично и грустно одновременно. Так что я зашел так далеко, а потом... Позже я случайно наткнулся на «Любовь больна». Итак, объединение этих двух фраз вместе завершило эту странно крутую гармонию. Мне очень понравилось, что я придумал. Проблем полно, любовь больна. И я думаю, что продюсеру Бангу тоже понравилась эта часть. Для других частей я как бы пошел с «одинокий» и «единственный», что было в руководстве с самого начала. Итак, что касается других частей, кроме стихов, которые я написал, такие части, как «Я знаю, что люблю тебя», было из оригинального руководства. Вам не нужно все менять, потому что для начала нужно использовать то, что уже хорошо. Вы должны сохранить то, что хорошо. Так что я написал несколько стихов и большую часть отрывков. И я слышал, что продюсер Банг подчистил некоторые части бриджа. Для меня это был первый раз, когда я работал над песней для нашей младшей группы. Так что для меня это было очень весело. Я так много раз слышал эту песню, когда работал над ней. Так что мне показалось,
показалось, что это тоже моя песня. Это напомнило мне, когда я работал над Run. Я надеялся, что это понравится, потому что я подумал, что это действительно хорошо получилось. Я все надеялся, что им это понравится, но я этого не ожидал. Я считаю, что написание текстов очень важно для меня лично. А позже, когда я увидел текст, который был доработан, что это была часть, где я подумал, я так не писал. Вот, единственное правило в мире. Они использовали реальные числа, так как их название 0 и x1. Но идея использовать реальный номер не была моей идеей. Я думал, что это немного... Держась за свои убеждения, я подумал, что вовсе не обязательно включать настоящие числа в тексты песен. Но наше агентство очень твердо относится к их мировоззрению. Поэтому я подумал, что в этом должна быть большая картина. Какой-то большой план, которого я не знаю. Вот что я подумал об этом. Я говорил о TXT минут 10. Я думал, это было очень весело. Песня великолепна с одной стороны. Чонгук и другие участники сказали, что песня потрясающая, что новая песня TXT действительно великолепна. Так что я был очень горд, и в целом это был забавный опыт. Да, еще и велосипед. Я кратко рассказала о велосипеде в своем блоге, но... Вот как это началось. У нас есть фесты, да? Потом у нас встречи и изюминка праздника, раскрывающаяся песня. Есть много разного контента, например, семейные фотографии и так далее. Мы обсуждали, что было бы здорово, если бы кто-нибудь выпустил новую песню. И попросили добровольцев. И все молчали. Потому что у каждого свой плотный график. У меня тоже. Я тоже еще не успел написать много песен. Так что выпустить одну из этих песен было... Честно говоря, я не хотел ее так выпускать. Я хотел, чтобы все вместе услышали эти песни в органичном сете. Вы же не хотите просто вынимать одну деталь из набора Дженга и использовать ее отдельно, верно? Так что я подумал, что если мы выпустим еще одну песню, нам придется делать новую. Но никто не вызвался, и я думал, что придется это сделать мне. Потому что было кое-что, что я все равно хотел попробовать. И когда я это услышал, я сказал, что попробую. Я сказал, что хочу написать песню о велосипедах. И это было похоже на мою домашнюю работу. Я подумал, что было бы весело написать о велосипедах. Вот как я это начал. Я начал работать над этим с Хён. Иногда он присылал мне биты гитары, так что я послушал их, пока ехал на велосипеде. И я действительно застрял на одном месте, так что я подумал, что это можно использовать и для песни. Но сначала было немного грустно. И когда я катаюсь на велосипеде, я как бы... Я испытываю сразу все эти разные эмоции. Поэтому, когда мне грустно, я катаюсь на велосипеде. Я подумал, что было бы хорошо, если бы это сделали другие люди, и подумал, что могут быть и другие, подобные мне. Я начал песню со слов «Когда тебе грустно, катайся на велосипеде». И мы ходили туда-сюда с идеями, и вот так была написана эта песня. Просто так случилось. Может показаться, что это произошло в мгновение ока. Но мы несколько раз редактировали и меняли композицию. И опустили партию электрогитары. Конечно, публике не нужно знать все это. И они не могут это знать. Но мы вложили много усилий в каждую деталь. Песен о велосипедах не так уж и много. Поэтому я подумал, что людям было бы хорошо подумать об этой песне, когда они катаются на велосипеде и слушают это. Я надеялся, что это может быть похоже на песню «Велосипед». Я столько раз катался на велосипеде, слушая эту песню. Это тот снимок, который я сделал на траве, верно? Когда мы редактировали микс и громкость в последний раз, мы были в середине последней проверки для той песни, когда я сделал тот снимок на траве. Я слушал песню лежа на траве, отдыхая от езды на велосипеде. Для меня это действительно значимая песня. Что касается артиста Мун Сон Сика, я всегда восхищался его работами. Некоторое время назад мы вместе ели, и после разговора с ним я почувствовал, что он действительно классный человек. А в итоге мы вместе работали над этой песней.
Мне любопытно, сотрудник это или мембер? Да. Да, все в порядке. Это был сотрудник. У меня осталось 3 минуты. Мне скоро нужно уходить. Окей. Окончательные вопросы и ответы. Извините, они сказали, что мне пора. Я очень надеюсь, что вам понравилась моя стрижка, потому что это мой новый стиль, и он мне очень нравится. Есть вопросы или что-нибудь, что вы хотите мне сказать? Если вы хотите мне что-то сказать, я обращусь к ним перед отъездом. Мой голос охрип. Так намного лучше, правда? Да, я хорошо выгляжу. Спасибо. Обожаю свою стрижку. Ценю ее. Я ценю это. Выглядит так хорошо. Люблю это, Джуни. Небольшая задержка. О, как ты в итоге ввел язык жестов в песню? Я не уверен. Возникла идея такая. И мы поняли, что никогда не думали об этом раньше. Так что мы закончили тем, что попробовали. Это было действительно весело. И было много отзывов от многих людей, что они были тронуты нашей работой. Так что это было действительно приятно. Ты действительно болен? Оставайтесь здоровыми. Принимайте лекарства в нужное время. Причина, по которой я решил подстричься, заключается в том, что я сделал очень короткую стрижку, когда подумал, что мои волосы становятся слишком длинными. Верно? Когда я думал, что это не сработает, я решил укоротить ее и, думаю, выглядит нормально. Я пойду, когда будет 27. Кофе хороший? О, кофе. Он очень хороший. Я мог умереть без кофе. Если бы я поехал куда-нибудь, где нет кофе, я мог бы умереть. Как вы думаете, ковид закончится в 2022 году? Пожалуйста. Мне нужно прикусить свой язык. Но... Убирайся к черту, ковид-19. Убирайся. Что ты будешь делать дальше? А у меня есть работа. Съемки по другому графику. Хорошо, мне пора. Я сделаю что-нибудь милое перед уходом. Что здесь? О, мне нужно все скачать. Проклятие. Окей, что это? Это тоже фильтр такой. О, это же больше. Ребята, я вас люблю. Позвольте мне избавиться от этого. Я просто люблю вас всех и благодарю за рекламный щит и всякое такое. И не только за рекламный щит. Спасибо вам за все. Я буду усердно работать в нашей следующей съемке, чтобы показать вам что-то отличное. Так что ждите это с нетерпением. Я люблю вас. Люблю. Я ухожу сейчас. Мне пора идти. Пока.